Здравствуйте, вы на канале Голос Анха, и в этом видео я расскажу о том, какие последствия может вызвать ближайший переход Венеры в знак Скорпион, который состоится уже 4 декабря. Венера – это покровительница любви. Эта планета управляет энергией и настроением человека, поэтому ослабление силы Венеры может иметь весьма негативные последствия для многих из нас. Венера – это одна из самых близких к Земле планет. Влияние Венеры на людей очень ощутимо. Ее переход в знак Скорпиона 4 декабря будет очень болезненным и пагубным для большинства людей. Это будет не самое легкое время в делах. Венера будет находиться в Скорпионе до конца декабря, до 28 числа. Это означает, что Венера будет вносить беспорядок в дела, прежде чем снова вернется в более благоприятное положение. В этот понедельник Венера полностью теряет силу и снижает свою энергию до минимума. Скорпион влияет на Венеру негативно и заглушает ее силу. Вместе с ней может уйти и ваша уверенность в завтрашнем дне. Люди станут более злопамятными и обидчивыми, так как их способность забывать неприятные вещи ослабнет. Я советую всяческим образом избегать ссоры, измены, ревности, зависти и агрессии. Могут пострадать не только любовные, но и дружеские отношения. Для спасения ситуации необходимо глубокое уважение к окружающим и готовность взглянуть на все со стороны. Чтобы избежать проблем в любовных отношениях в декабре этого года, вам необходимо иметь искреннее желание сделать чью-то жизнь лучше и ярче. Конечно, в первую очередь это касается вашего возлюбленного или второй половинки. Не ждите, что что-то изменится само собой. Пустые ожидания не помогут. Возьмите дело в свои руки. Извинитесь, если обидели, и простите тех, кто своим поведением показал, что понимает сделанные им ошибки. Сейчас непростое время, но это не значит, что все обязательно будет развиваться по негативному сценарию. Пока Венера слаба, вам придется взять вопрос любви в свои руки, и важно не ждать чудес. Даже новые знакомства могут стать обузой для тех, кто ищет любовь. Это требует терпения. В периоды слабой Венеры друг к другу притягиваются только те, кто наиболее близок по духу и энергии. Это значит, что если вам суждено встретить настоящую любовь, то это может произойти именно в это ближайшее время. Избегайте импульсивных поступков. Тщательно обдумывайте каждое действие, каждое слово после 4 декабря. Иначе неприятности будут повторяться с завидной регулярностью. Тельцы, весы и рыбы будут испытывать наибольшие трудности, когда Венера перейдет в знак Скорпиона. Овнам, девам и скорпионам стоит сосредоточиться только на том, чтобы взять себя в руки, не полагаясь на положительные случайности. Я считаю, что наибольшую угрозу в это время представляет наше здоровье, не только в этот день, но и в последующие дни, вплоть до 28 декабря. Мы с большей вероятностью можем получить брешь в биополе, которая плохо отразится на нашем с вами самочувствии, поэтому берегите себя. Также я напоминаю вам, что у меня есть группа ВКонтакте, с которой я рекомендую ознакомиться, перейдя из ссылки в описании под видео или закрепленного комментария. А на сегодня это все и помните. Пока энергия Венеры ослабевает, старайтесь управлять своими эмоциями, чтобы взять под контроль свой мир и личное пространство. Всем мира и добра. До новых встреч!